Модель в мире беспроводных наушников, которая имеет поддержку Dolby Atmos, интересный дизайн бокса, комфортную и надежную посадку наушников, отличное время автономной работы до 30 часов вместе с боксом, быструю зарядку, которая дает 5 часов прослушивания музыки, мультипоинт до 2 устройств, функцию быстрого сопряжения со смартфоном, защиту от влаги класса IPX5 и поддержку фирменного приложения, в котором можно настроить звучание, включить игровой режим и не только. Но как на самом деле дела обстоят у Realme Buds Air 3S, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется Realme Buds Air 3S в белой небольшой упаковке с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Упаковано все отлично. В комплекте мы имеем бокс, наушники, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство и 3 пары силиконовых амбушюр разных размеров. Амбушюры неплохого качества. Бокс прямоугольный, его габариты 58,6 на 52,9 на 27,4 мм. Габариты наушников 20,8 на 18,3 на 21,5 мм. Звуководы овальной формы, они имеют выступ для удержания амбушюр и неплохие сеточки. Габариты звуковода 6 на 4,7 на 2,4 мм. Вес одного наушника 4,4 грамма, вес бокса 41 грамм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего интересного. Сегодня, допустим, я разблочивал Realme Neo 5 китайской версии, который мне пришел заблоченный. Перейдем же к наушникам. В продаже есть две расцветки. Это черная и белая. Дизайн интересный. От версии Realme Air 3 что бокс, что наушники отличаются просто максимально. Изготовлен бокс у Air 3S из неплохого глянцевого пластика. Особенность бокса, как вы уже заметили, в том, что его крышка прозрачная. Но сразу отмечу, что материалы достаточно быстро собирают потертости, и презентабельность у бокса будет только первые пару недель, потом все будет хуже, если без чехла носить. Выглядит интересно, и сборка у бокса хорошая. Тактильно материалы приятные и не скользкие, в кармане бокс слегка мешается, на корпусе расположили кнопку сопряжения, разъем USB Type-C и выступ для удобного открытия крышки. Открыть одной рукой бокс можно, и люфт у крышки есть только в закрытом состоянии. Крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно, ко всему механизм имеет пружину. Хлопок при закрытии бокса глуховатый и не раздражающий. Далее внутри на матовой поверхности расположили два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Краткая информация мелким шрифтом и надпись Dare to Leap и Realme, а также есть LED-индикатор. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть их с закрытой крышкой бокса, чтобы они вылетели, нужно приложить усилия. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика с серой вставкой. На внешней стороне ножки, дизайн наушников неплохой, ко всему они небольшие. Сборка, как и качество материалов, хорошая. Посадка комфортная, уши не устают при длительном использовании данной модели. Силиконовые насадки в виде плавника для более надежной фиксации лично для меня бесполезны, так как наушники и без них сидят в ушах уверенно и плотно. Но хорошо, что они есть. Минус за то, что в комплекте нет запасной пары, и неизвестно, где вы будете, если эту потеряете или она придет в негодность, ее брать. Выпирают наушники из ушей не сильно, при занятии спортом не выпадают, что хорошо. Пассивная шумоизоляция неплохая. На корпусе есть два контакта для зарядки, по 4 микрофона на каждом наушнике и сенсорная область управления. Маркировка Left и Right находится на силиконовых насадках. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, регулировка громкости, ответ-сброс вызова и включение-выключение игрового режима. Одиночного тапа нет, что хорошо, ложных срабатываний не будет. На тапы откликаются они довольно быстро. Команды сопровождаются системными звуками, настроить тапы возможность есть. И круто, что управление полноценное, так как можно использовать все команды, за что огромный плюс. Оснащены наушники 11-мм динамическими титановыми драйверами с силиконовой диафрагмой. Есть поддержка технологии Dolby Atmos, а вот активного шумоподавления и режима прозрачности не завезли. В этой ценовой категории есть наушники с ANC. Конечно, небольшой минус, но минус. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Есть поддержка Google Fast Pair, мультипоинт до 2 устройств есть, что очень хорошо. Датчиков автопаузы нет. Далее емкость аккумулятора бокса 460 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 1 час 50 минут, беспроводной зарядки у бокса нет, что неудивительно. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал. Емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час. Общая автономность с боксом около 25 часов, что неплохо. Наушники на одном заряде по кодеку AAC на 65% громкости отыграли у меня 6 часов, что хороший результат.
Быстрая зарядка на борту и 10 минут зарядки бокса с наушниками дают 4 часа прослушивания музыки. Это прям очень круто. Если просто закинуть наушники в бокс и не подключать бокс к зарядке, то 10 минут дадут около часа прослушивания музыки. Водонепроницаемость есть только у наушников класса IPX5. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего дал им просушиться. Функционал не пострадал, как и звучание, но я вам не советую кидать наушники в воду. IPX5 защищает максимум от дождика. И напоминаю, что все тесты проходят, разумеется, до того, как я их топил. Для полноценной настройки наушников нужно установить приложение Realme Link. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а чтобы посмотреть заряд аккумулятора бокса, нужно в него поместить наушники. Но это тоже возможно, это хорошо. Далее есть 4 предустановки звучания. В стоке стояла предустановка чистые басы, простенький кастомный эквалайзер на борту, но главное он есть. Также в приложении есть функция для увеличения громкости, переход к настройкам Dolby Atmos, если ваш телефон поддерживает эту функцию. Включение-выключение игрового режима, мультипоинт, настройка тапов и обновить прошивку возможность есть, и обновление мне уже прилетало. Далее, Bluetooth последней версии 5.3 на момент выхода ролика. Это прям круто. Из кодеков на борту, правда, только AAC и SBC. Никаких кодеков высокой четкости нет. Работает данная пара как с iOS, так и с Android устройствами, разумеется. Вообще, с любыми мобильными устройствами, у которых есть Bluetooth. Через две стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, что радует. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом, который по заявлению производителя должен снижать задержку до 69 миллисекунд. Хорошая, играть комфортно. Но, конечно, 69 миллисекунд мы не имеем. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с AI шумоподавлением и алгоритмами DNN окружающие шумы глушат неплохо, как и ветер, но перегруз присутствует и голос слегка искажается. Качество звука микрофонов среднее, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Realme Buds Air 3S, и работают они хорошо, по мне, опять же, учитывая их стоимость. Звучание. В стоковом звучании запас громкости достаточен более чем, но у меня в стоке была включена функция увеличения громкости, как и предустановка чистый бас. Я лично прослушивал музыку не выше, чем на 65%. Отмечу, что предустановки неплохо настроены, так что слегка изменять звучание возможность в принципе есть, но я и в ней не вижу смысла. Данная пара имеет хороший бас, а также средний бас. Каши из частот я не наблюдал, во всяком случае, если не выкручивать громкость выше 90%. Середина с неплохой проработкой, а высокие звучат выразительно. Инструментал различимый, учитывая стоимость, звучание хорошо сбалансировано и приятно звучит, и даже есть какая-то детальность. Подойдет данная пара для различных жанров музыки, но акцент, разумеется, состоит на танцевальную с уклоном на низкие частоты. Из минусов: нет беспроводной зарядки бокса, нет кодеков высокой четкости, нет датчиков автопаузы, нет ANC и режима прозрачности. Бокс быстро теряет презентабельный вид, микрофоны могли бы быть получше. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды и классные предложения смотрим в моем телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, вы как раз сможете что-нибудь очень выгодно приобрести. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, я там скидываю результаты тестов и с вами общаюсь по поводу новых обзоров или решения старых проблем с железками. И телеграм-канал взаимопомощи. Нас там много, чем сможем, тем поможем. Резюмирую, беспроводные наушники Realme Buds Air 3S, учитывая стоимость, отличный вариант, так как данная пара звучит хорошо, имеет отличный функционал, полноценное управление, мультипоинт до 2 устройств и поддержку приложений с игровым режимом. Дизайн, правда, только на любителя. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, спасибо большое, знаете, вы помогаете проекту. Кто посмотрел, двойное спасибо. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.